Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой яркий, стильный летний джемпер свободного кроя. У него есть одна изюминка, необычный узор. Видите, узор декорированный вытянутыми петельками, очень необычно смотрится, весьма-весьма привлекательно. Именно этот узор и привлек меня. Сам по себе крой свободный, как я уже повторилась, да, и вяжется очень легко этот узорчик. Но вот именно необычность, вот такая, знаете, изюминка, стильность, вот такая вот какая-то привлекательность, яркая индивидуальная особенность данного джемпера, именно обратила я внимание из-за этой изюминки. Я вообще стала как-то трепетно относиться к узорам с вытянутыми петлями. Как вы видите, у меня на канале участились модели, связанные именно такими узорами. У меня еще есть в разработке один шикарнейший джемперочек, тоже очень необычным узором. Постараюсь в ближайшее время вам сделать мастер-класс. Так, ну а давайте сейчас, как всегда, рассмотрим пряжу. Рассмотрим с вами спицы, какие я подобрала для данной пряжи. Полухлопковая пряжа у нас будет, как всегда в нашем мастер-классе, будет выкройка, схема узора, и мы с вами свяжем образец, определим плотность, сделаем расчеты на 6 размеров, девочки. Описание будет под видео, поэтому всем, кому интересно, как расположить узоры, как я делаю эти расчеты, смотрите конец видео, там все подробно будет. А сейчас смотрим выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого ажурного джемпера я выбрала пряжу Yarn Art Jeans. Полухлопковая пряжа в 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет 19, такой нежно-сиреневый. Так, что еще? Метраж 50 грамм, 160 метров. Прекрасная нить, бюджетная, дешевая и отличного качества. Прекрасно вязать из нее, девочки, одно удовольствие. Смотрите, что получается у нас с вами. Вот так выглядит наш образец с вами. Здесь я связала уже 3 раппорта. Приближаю вам, смотрите. Чудесные вот эти ажурные вытянутые петли, они меня просто завораживают. Я стала каким-то маньяком узоров с вытянутыми петлями, особенно на лето. Мне кажется, что это что-то волнующее, очаровательное, нежное присутствие в узорах с вытянутыми петлями. Да? Посмотрите, ну, действительно интересные узоры. Еще один у меня тоже джемпер с вытянутыми петлями. Тоже какой-то необычайный сказочный узор, необычайной красоты. И я вам постараюсь в ближайшее время сделать мастер-класс по джемперу таким узором. Ну а здесь давайте посмотрим на схему. Схема совершенно простейшая. 14 рядов в высоту у нас повторяться будут. И, в общем-то, ничего сложного в этом узоре нет. Да, он, конечно, очень просвечивает. И я думаю, что этот джемпер носит скорее декоративный какой-то момент. То есть этот джемпер для красоты носится. Он не несет функцию согреть там, да. Это декорация, красивая кружевная декорация к вашему какому-то образу летнему. Итак, смотрим схему. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 14 рядов в высоту и
11 петель в ширину. Условное обозначение перед вами. Делайте, девочки, скрин. Очень простая схема, поэтому даже я зачитывать не буду. Мы с вами каждый ряд свяжем, и вы все сами увидите, как вязать, если в описании что-то будет неясно. Так, сейчас посмотрим выкройку. Вот так выглядит наша выкройка к этой модельке. Значит, как я уже сказала, 6 размеров у нас будет использоваться. Вот здесь все мерочки перед вами, да, мерочки все есть. Кому нужно, делайте скрин, девочки. Так, далее описание. Как всегда, я составила описание на несколько размеров, как я уже сказала, на 6, да. Будем сегодня смотреть 44, 46, 48, 50, 52, 54 размера. Так, мы будем с вами, пряжу вы уже видели. Расход на данный джемпер, приблизительный расход пряжи будет 350-500 грамм, в зависимости от размера. Мы будем с вами плотность определять. Смотрите, все по ходу. После того, как свяжем образец, мы сразу делаем с вами расчет плотности. То есть я показываю, как сделать влажно-тепловую обработку образца, и затем после сушки мы измеряем плотность. Как распределить узоры, да? Откуда взялись эти петли, почему именно такое количество. Сегодня в этом мастер-классе все мы подробнейшим образом с вами рассмотрим. Я объясню и даже продемонстрирую вам по выкройке, как рассчитать эти петли. Почему мы ставим знак равенства вот в этих мерках, тоже объясню. То есть, что такое вертикальная плотность, тоже объясню. Почему такое количество петель мы пишем на вырез горловины, да, а такое на плечи, тоже объясню. Да. Здесь очень легко все, девочки. В данной модели, поскольку здесь нет у нас ни проймы, ни оката, да, для скоса рукава мы, значит, будем тоже прибавлять определенное количество петель. И я объясню, как сделать равномерные прибавки, как их рассчитать. Вот. Ну и, собственно, здесь все очень просто. Все это будет под видео выложено для вашего удобства. Итак, давайте вязать образец. Для вязания образца я набрала 35 петель. У нас с вами раппорт 11 петель, то есть у нас будет участвовать 33 петли и 2 кромочные. 3 раппорта по 11 петель. Вы можете, девочки, набрать поменьше количество петель. Я буду показывать вам один раппорт, как вязать. Итак, у нас первый ряд. Вяжем все петли лицевыми. До конца ряда самостоятельно все петельки у нас идут лицевыми. Связали до конца ряда петли все лицевые. Теперь переворачиваем вязание, второй ряд, и все четные ряды, кроме 12, у нас вяжутся тоже лицевыми петлями, в том числе и накиды. То есть опять все петли лицевые. Второй ряд, все петли лицевые. Вяжем самостоятельно до конца ряда. У нас с вами третий ряд. Итак, вяжем. Смотрите, сейчас раппорт, показываю узор. Первую кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я бабушкины петли вяжу. Я вот так меняю петельки местами. У меня первая за работой, а вторая поверх нее накидывается. И вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вторая, следующая также 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И теперь далее, смотрите, делаем накид, лицевая, делаем накид, лицевая, делаем накид, лицевая. Так 3 раза сделали, еще раз накид. И вяжем теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это был наш раппорт на 11 петлях. Далее повторяем раппорты. Ну, я просто показываю то же самое, да, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая,
накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Продолжаем вязать до конца ряда. Так. 4-й ряд у нас все петли лицевые, как я уже и говорила, да? Вяжем до конца ряда все петли лицевые. В том числе накиды у нас тоже идут лицевыми петлями. Продолжаем вязать самостоятельно. 5-й ряд у нас с вами. Все петли лицевые. Все петли лицевые вяжем. До конца ряда вяжем самостоятельно все петельки лицевые. 6-й ряд у нас с вами все петли лицевые. Это изнаночный ряд, как я уже говорила, все изнаночные ряды вяжем лицевыми петлями, кроме 12-го ряда. Сейчас у нас с вами 6-й ряд, и мы вяжем до конца ряда все петли лицевые. 7-й ряд у нас с вами будет вязаться как 3-й ряд мы вязали. То есть, смотрите, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Помните, да? Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так связали с вами раппорт узора. Повторяем раппорт. Так, девочки, сейчас у нас с вами 3 ряда будут лицевыми петлями вязаться. То есть у нас сейчас идет изнаночный ряд 8. Мы вяжем его лицевыми петлями. Затем у нас будет идти 9-й ряд, тоже все петли лицевые. 10-й ряд, все петли лицевые. 11-й ряд, все петли лицевые. И встречаемся с вами в 12 ряду. 12 ряд, девочки, вяжем следующим образом. Смотрите внимательно. Это изнаночный ряд, но мы его вяжем особым образом. Мы делаем 2 накида подряд, изнаночные. Снова 2 накида подряд, изнаночные. 2 накида подряд, изнаночные. 2 накида подряд, изнаночные. Девочки, так до конца ряда. Накиды вы можете вязать так, как вам удобно. Я просто объясняю, да, как бы порядок ваших действий, а вот как вы будете это все закручивать, мне просто вот так удобнее. Если я буду сейчас делать не вот так вот, да, то мне как-то так непривычно. Но поверьте, что как вы делаете накид, это ни на что не будет влиять. Он потом все равно распускается. Мне вот на себя удобно делать. Итак, до конца ряда продолжаем. Вот так вот у нас сейчас выглядит наш ряд, который мы связали, да, очень много-много пугающих всяких тут наборов, но не надо пугаться, переворачиваем на лицевую сторону, у нас 13 ряд, и вяжем. Смотрите, сейчас мы будем накиды сбрасывать, то есть кромочные мы оставили, да, сбрасываем эти накиды, вытягиваем петли. Раз, сбросили, 2, 3, 4. 4 петли вытянутых. Так, я лично так делаю. В объяснениях не так, но мне так удобнее. Смотрите, 2 возвращаю. И сейчас работаем с этими 2 петлями. Я буду их менять местами, поскольку даже не менять, а вот так, смотрите, мне это позволяет. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, да? 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали 2 раза, видите? Затем делаем накид. Распускаем эти петли. Еще раз. 2, 3. 3 петли распустили. Вернули их на левую спицу. Накид у нас никуда не девается. Вот он остался. И вяжем, смотрите. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Так, провязали, да? Опять спускаем, 4 петли вытягиваем. Раз, спустили накиды. 2, спустили накиды. 3, спустили накиды. 4 петли. Вернули на левую спицу. И провязали теперь 2 вместе лицевой этих вытянутых. Накид никуда не деваем, да?
только с наклоном влево. Смотрите, вот так. Раз, два. Все. Это был наш с вами раппорт. Далее все повторяется. То есть опять следующий раппорт я также делаю. Раз, два, три, четыре. Высвободила, вытянула, да? Вернула их на левую спицу и связала 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаю накид, спускаю 3 петли. Не петли, а накиды. А петлю я вытягиваю. Раз, два, три. Вернула на левую спицу, вяжу, накид уже один есть, вяжу. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Далее спускаем 4 петли, да? Накида, 4 накида, петля вытягивает. Раз, два, три, 4. Вернули на левую спицу, провязали 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот я 2 раппорта вам, девочки, показала, как связать. До конца довязываем еще один раппорт. И 14 ряд все петли вяжем лицевые. Итак, показываю вам 14 ряд. Все вот у нас так с изнанки я уже перевернула на изнаночную сторону. Все петельки вяжем лицевыми. Кромочную я также снимаю и вяжу все петельки лицевые. Видите, накиды у меня тоже все лицевые вяжутся. Все, вяжем так до конца ряда. И далее у нас раппорт повторяется снова с первого ряда. Ну, в общем-то, продолжаем до конца вот так вязать. Очень красиво получается. Сейчас мы будем горячим паром с вами вот так воздействовать на наше полотно вязаное. И далее необходимо будет посчитать плотность. Смотрите, я сейчас очень энергично его буду тянуть в разные стороны, и в длину, и в ширину. Главное не увлечься и не спустить петли со спицы. Так, влажный податливый образец у нас, да, сами чувствуете это, да? Сейчас мы его вот так в расправленное состояние полностью приведем. Еще разочек его потянем окончательно, чтобы у нас плотность уж точно определилась, да? В ширину тоже, девочки, не игнорируем ширину. Так, а теперь мы вот так его приведем в чувство, да, то есть вот так именно он у нас остается сохнуть. Образец у нас высох. Вот так вот я его привожу в чувство и прикладываю линеечку, девочки. Все, ничего больше не трогаем. Сейчас очень важно правильно измерить. 19 сантиметров у меня получается ширина образца. Итак, берем машинку. 35 петель мы набирали. 35 петель делим на 19 сантиметров. Плотность получилась 1,8. Ну, в общем, 1,85 вот не получается нам написать. Знаете, для чистоты эксперимента все-таки напишем 1,85. Все-таки. Очень близко, да? 1,85. Записываем. Берем нашу бумажечку. Так, и пишем в 1 сантиметре 1,85 петель умещается. Можете для себя решить написать 1,8. Возможно, это как-то потом отразится. Теперь давайте длину измерять. Длину нашего образца. У меня 3 раппорта в высоту связано, да? Итак, длина у меня 22,5 сантиметра, девочки, получается. 22,5. В раппорте у нас было с вами 14 рядов.
14 умножить на 3, 42 ряда, значит, у меня здесь сейчас в образце, делим на 22,5. Плотность у меня получается 1,85. Вот здесь как раз мы можем округлить. То есть я пишу в 1 сантиметре 1,85 ряда. Вот смотрите, какая у нас интересная история получается. Вот эти две цифры сейчас мы будем подставлять при расчете в выкройку. Выкройка у нас вот такая будет сегодня использоваться в расчетах. Составлять описание будем на 6 размеров: 44, 46, 48, 50, 52, 54. Ширина у нас, соответственно, спинки и переда будет: первый размер 49 сантиметров, второй размер 54 сантиметра, третий размер 60 сантиметров. Это джемпер будет у нас свободного кроя, да, поэтому, соответственно, такие свободные мерочки у нас идут. Сразу определяем, сколько петелек набираем по низу, да. Значит, умножаем ширину на плотность, которую мы с вами только что посчитали. В 1 сантиметре 1,85 петель. По горизонтали считаем. Но у нас в данном случае одинаковая плотность, что по горизонтали, что по вертикали. Число одно и то же, 1,85. Да? Поэтому не запутаемся, надеюсь. 49 сантиметров умножить на плотность 1,85. 90 петель, девочки. Четное должно быть число. Дальше. Второй размер 54 сантиметра на 1,85. 99 петель. Ну, тут ближе к 100, да. Сразу говорю, надо, чтобы было 100 петель. 101 петля. Объясню потом, почему. Я уже записал 101 петля. Третий размер 60 умножить на 1,85. Получаем 111 петель. Сразу говорю, 112 петель для более точного. Почему 112? Объясняю. Смотрите. У нас с вами число петель в раппорте 11, да? По ширина раппорта 11 петель. Здесь будет устно прям считаем. 111 поделить на 11. Получаем 10 раппортов. Целое число, да? И 10 раппортов, то есть умножить на 11, это 110 петель. Плюс 2 петли для симметрии. Плюс 2 петли кромочные, что я говорю. Вот они, наши искомые 112. Вот почему я на них настаивала. То же самое касается других размеров. Значит, 101 петля. Из чего она складывается для размера 48-50? Также делим на 11 число петель в раппорте. Получаем целое число 9 раппортов. Да? У нас будет 9 умножить на 11. 99 петель и 2 кромочные. 101 петля. Вот отсюда складывается. Третий раз. Так, и самый первый маленький размерчик у нас 90 петель. Но здесь устно можно посчитать. 8 раппортов по 11 петель дает 88 петель. Плюс 2 кромочные. Вот эти наши 90 петель получаются откуда. Все, с этим мы определились. Да? Давайте определим вырез горловины и сколько на плечи остается петелек. То же самое применяем горизонтальную плотность. Мы умножаем наши мерки по горизонтали на нашу плотность. В данном случае вот у меня стоит мерка на первый размер 13,5. Это половинчатый размер, то есть половинчатая мерка 13,5 его надо умножить на 2. То есть ширина выреза горловины лодочкой у нас 27 сантиметров. И умножить на плотность 1,85. Вот такое число получается. 40, почти 50, девочки, да? Давайте напишем 50. Так, 50 будет у нас петелек, да? И далее считаем. У нас 90 петель всего, то есть 90 отнять 50. Получаем 40 петель. Делим на 2. Это будет 20 петель на каждое плечо остается, да? Запишем. Второй размер у нас идет с вами. Ну, я думаю, что мы те же петли оставим. Единственное, только возьмем нечетное число
для 48-50 размера у нас в наборе используется нечетное число 101 петля. Поэтому мы будем с вами для выреза горловины, чтобы нам потом плечи симметрично посчитать, тоже должно быть нечетное число. Возьмем, давайте, чуть шире 53. Вот я взяла 53 петли. И для большого размера, для 52-54, я взяла 56 петель. Здесь четное число. Так. И что остается на плечи у нас? На плечи считаем. Для второго размера 101 отнять 53, вырез горловины, плечи 48, делим на 2 плеча, каждое плечо 24 петли. Следующий размер 112 петель для большого размера, отнимаем вырез горловины 56, получаем 56 остается, делим на 2, каждое плечо 28 петель. Таким образом распределились. Теперь, что касается, девочки, вертикальной плотности, обязательно все мерки по вертикали также переводите в ряды. Общая длина изделия стоит у нас 57,5 сантиметров. Конечно, эту длину вы под себя лично скорректируете. Если вас устраивает эта длина, то и отлично. Если не устраивает, можете увеличить ее чуть-чуть или уменьшить. То есть, в принципе, таким узором можно связать удлиненную тунику. Да? Отлично будет под бриджи, там, под шорты, вообще супер будет смотреться, очень изысканным. Давайте с вами 57,5 сантиметров умножим на нашу вертикальную плотность 1,85. Это будет, девочки, 106 рядов. То есть вся наша с вами работа должна быть не больше 106 рядов. Понятно? Любой размер по вертикали также переводим в ряды. Ну вот, у нас стоит мерочка 39,5 сантиметров. Это мерочка до проймы. Да? Величина от начала вязания до проймы. Что мы делаем? Мы с вами эту мерочку переводим в ряды. 39,5 умножаем на ряды 1,85 плотность. Получаем 74 ряда, надо писать, потому что обычно измеряют в четном показателе. 74 ряда. Также касается и второго размера тоже. Теперь давайте на рукав перейдем. По низу рукавчика я уже тоже посчитала. Значит, на первые два размера по 46 петель будем набирать. На большой размер, на раппорт больший. То есть я прибавила 11, получилось 57 петель. Так, и смотрите, значит, здесь устно можно посчитать. Да? Это 4 раппорта. 44 петли. Это 4 раппорта по 11 петель. Плюс 2 кромочные. Да? Понятно. Здесь какая особенность? Здесь у нас с вами будет скос. И его нужно сформировать. Значит, будем прибавлять с вами по одному раппорту справа, по одному слева. То есть по 11 петель. Симметрично будем с вами это делать. Вначале мы эти петли вяжем как по узору, да, и чтобы в конце прийти к увеличенному показателю. В самой широкой части рукавчика у нас будет для первых двух размеров 68 петель, для большого размера третьего 79 петель. То есть мы прибавили с вами по раппорту по каждому скосу, по 11 петель прибавили. Отсюда такие показатели. Но это не просто цифры с потолка. Здесь стоят мерки, видите? И вы можете перепроверить. Вот смотрите, мерка у нас стоит 18 сантиметров. Да? Давайте 18 умножим на 2. То есть ширина рукава 36 сантиметров в самой широкой ее части. И умножить на нашу плотность 1,85. Видите, какое у нас получается число? Ну, чуть-чуть не дотянуло до 68. Но суть от этого не меняется. Да? То есть мы держимся с вами в рамках тех размеров, которые нам предусматривает выкройка. Да? Теперь, девочки, как эти 11 петель равномерно по скосу распределить? Для этого переведем нашу длину рукава в ряды. Я уже перевела 44,5 сантиметра. Я умножила на плотность по вертикали. У меня получилось 82 ряда. И эти 82 ряда
мы вот таким образом с вами посчитаем. 82 поделим на число петель, которые необходимо прибавить. 11. Получим вот такое число. Ни 7, ни 8. В таких случаях чередуют. Вяжут первую прибавку, делают в 7 ряду, следующую прибавку в 8. Опять следующую в 7, еще следующую в 8. И так далее. То есть вот таким образом приходит консенсус, так говорят, да? Все, мои хорошие, собственно, все, что я хотела, я вам сообщила. Очень простейшая выкройка. Все у нас тут по прямой вяжется, кроме скоса, да. Ну, в общем-то, надеюсь, мои пояснения были вам понятны. И все описание для данной модели будет выложено под видео, как обычно. До новых встреч, мои хорошие.